Друзья, всем привет! С вами Игорь, канал Баллады о рыбалке. Как я и обещал, я сейчас буду делать биопланктон. Покажу вам рецепт, научу, как его правильно производить, покажу, как он ведет себя в банке. Вот, и что? И пойду на него ловить, как обычно. После того, как, скажем так, отловлюсь, сниму, конечно же, видео по результатам. Вот, и будет вам, собственно говоря, маленькое пошаговое пособие, как это дело повторить. И, соответственно, как бы последовать моему примеру, пойти точно так же отловиться. Вот, основные ингредиенты для производства — это, конечно же, все, что связано с белком: яичный порошок, криль, костяная мука. Но сегодня я вам покажу конкретно с криля. Вот, давеча я купил себе 2 упаковочки. Вот, и с них мы сегодня и будем делать. Смотрите дальше. Пошагово буду показывать, как, что, где. Начнем, наверное, с пресса. Практически под каждым видео меня спрашивают: покажи, чем давишь, какие там, собственно говоря, диаметр и так дальше. Я обычно опускаю вот этот фактор, потому что вот в первых видео я несколько раз уже показывал. Вот, но попробую обновить это все дело, чтобы вы там видели, и, собственно говоря, как минимум один вопрос у вас отпал сразу же. Вот такой агрегат. То есть на самом деле, ну, можете купить готовый, слава богу, в интернете этого добра в принципе хватает. Можете сделать самостоятельно, если есть там доступ к сварке либо сварщику. То есть все на самом деле очень просто. Станина, вот так вот она выглядит, да, то есть банальный полустульчик. Сверху здесь у нас, видите, да, то есть кусок железяки банальный. На станину ставите домкрат, у меня 16-тонник. Вот, покупается это дело в автомагазинах, либо в хозтоварах, там смотрите сами. Сверху на домкратик надевается вот такая плюшечка, да, то есть можно без нее, конечно, но с ней будет лучше, а именно потому, что к ней крепится 2 пружинки снизу, вот видите, и сзади. Это делается для того, что когда вы начинаете, вот, собственно говоря, качать, и компрессор поднимается выше, чтобы вам каждый раз не опускать его обратно после того, как вы спрессовали бочонок. Пружины позволяют это сделать сразу же при помощи стробного краника. Вы его отпустили, и оно пошло вниз. Итак, теперь дальше цилиндр. Цилиндрик у нас вот такой. Иголка, понятное дело, она выполняет роль дырочки, которая образуется в планктоне, для того, чтобы ее можно было либо на спицу, либо на нитку. Вот, емкость у нас вот такая. На самом деле вообще не важно, какая она у вас будет диаметра, можете даже не париться. У меня здесь в данном случае 3,6 диаметр. Вот, ну сейчас уже где-то там 3,7 практически, потому что чуть-чуть подраздолбалась. Вот здесь немножечко уже с этой стороны, здесь на 1 миллиметр уже. Вот, можете делать равную, можете, как я, собственно говоря, немножко конусообразную. Вот, и, соответственно, как бы вот такая вот вставка, да, втулка, которая по сути выполняет роль спрессовывателя. Все, вот и весь агрегат. Ну что ж, давайте теперь перейдем к ингредиентам и пропорциям. Итак, что у нас будет входить в состав? Гречневая мука, кукурузная мука, гороховая мука, сухое молоко, конечно же, наш криль и макуха. Мешаем, сеем и делаем. Начнем с самого главного. Криль. Вот, у меня будет смесь. Возьму я его полкилограмма практически. Видите, креветочная мука,
плюс сами по себе панцири. Вот. Ну, не было просто два одинаковых, пришлось взять два разных. Но на самом деле можете не делать, так как я, можете обычный клей. Вот. Итак, этого добра мы мешаем. В данном случае полкилограмма, соответственно, пропорция будет у нас тоже исходя из полукилограмма. Поехали. Обязательно просеем это дело. Хочу высоко поднимать, чтобы вся пыль не ушла. Я думаю, из этой массы у нас где-то 50 грамм крупной фракции сразу же отсеется. Ну, я его ставлю, скажем так, на следующий раз. Просто пропущу через кофемолку. Такая покрупнее, видите? Так, есть. Ну, итого где-то получится 450 грамм. Обязательно ее добавьте. Это молотая трава. В вашем случае это может быть ряска, любые другие водоросли. Ее добавляйте 200 грамм в объемном мерном стакане. Добавляйте обязательно, потому что это даст нужное разрыхление вашему бочонку. Вот. Ну, это я вам для примера просто показываю. На самом деле я ее больше добавлю, но чтобы вы просто понимали. В моем случае это молотая люцерка, которую я покупал гранулированной. Все. Следующее. Берем сухое молоко. Где наш мерный стакан? Тут, конечно, сейчас два комка таких конкретных, поэтому это будем считать, что... Смотрите, дальше все будет идти у нас по мерной емкости. Видите? Вот этот стаканчик, верхняя полоска, это 200 грамм. Вот, соответственно, здесь вот эти два комочка, это где-то, ну, по-хорошему 125, а вот это где-то 150. Так, пойду сейчас я доберу еще, чтобы у нас получилось 200 грамм. То есть здесь должно быть его в 2 раза меньше. То бишь, если у нас 450, 225 грамм сухого молока. Так, дальше берем сухое молоко, бросили гороховую муку. Вот она. Насыпаем в наш мерный стакан. Это, кстати, основной наш скрепитель получается. Так, 250 есть. Просыпаем. Ее нам нужно 300 грамм на эту порцию. Я для начала попробую сделать из 250. Я хочу засечь, посмотреть на банки, потому что я хочу где-то, чтобы у меня было до 40 минут стояние в воде. Попробую дать немножко меньше, если не будет как бы рассыпаться. Я надеюсь, 50 грамм на этом объеме они сильно не сыграют и будет как раз достаточно. Так, гороховая есть. Дальше пошла кукурузная мука. Так, кукурузные берем 250 граммов. Так, есть. Ребята, сделаю сразу ремарку. Вот, чтобы потом можно было ссылаться на эту ремарку и не комментировать каждый раз. Еще раз. Когда я говорю граммы,
Я не зря показываю мерный стаканчик. Понимаете, не зря я его показываю. Потому что по весу здесь меньше, чем 200 грамм. По объему здесь 200 грамм. Возьмите это во внимание и, пожалуйста, не задавайте одни и те же вопросы. Просто, если вы пролистываете видео, потом, по крайней мере, хотя бы не пишите мне комментарий: ай-яй-яй, какой плохой автор, неправильно считает и меряет. Все я правильно считаю и меряю, просто, не проматывайте, если хотите не терять сути. Итак, 250 кукурузной муки. Делаем с ней ровно то же самое, что мы делали из гороха, то бишь сеем. Есть. Теперь гречка. Гречки нам нужно всего лишь 100 грамм на эту порцию. Берем наш мерный стакан. И насыпаем. Гречка в нашем случае это разрыхлитель. Мука. Чуть-чуть не досыпал. Сейчас досыпем. Мы же честные аптекари. Правильно? Чё ж ты нам не досыпать в свой же рецепт? Где-то около того. 100 грамм. Упс. Есть. И последний штрих — это макуха. Макухи нам нужно 150 граммов. И все. На наш рецепт это полный состав. Итак, получается следующая пропорция. Криль 450 грамм. Сухое молоко 225 грамм. Гороховая мука 200 грамм. Кукурузная мука 200 грамм. Гречневая мука 100 грамм. И макуха 150 грамм. Вот вам рецепт. А теперь молотим и запускаем в банку. Теперь нам это все дело нужно хорошенько перемешать до однородной массы. Большие объемы, большие порции. Трудновато мешать. Здесь, конечно, было бы классно притащить шуруповерт, воткнуть туда вилку или ложку и перемешать так. Но не хочу возвращаться. Теперь будем засыпать. Капец, креветками пахнет вообще. Так, есть. Все, теперь ставим сюда, давим и получаем готовый бочонок. Это один из тех рецептов, который универсальный для всех водоемов, для толстолобика. Особенно для пестрого толстолобика. И особенно для толстолобика, который весом идет, даже, наверное, не весом, правильно сказать, а возрастом от 5 лет. Теперь смотрите, когда вы спрашиваете, насколько я сильно давлю, сильно, ребята, давлю я, пока идет. Все,
на этом. Больше не сдавлю. Готово. Это очень важно на самом деле, потому что если вы плохо его сдавите, он у вас начнет крошиться и сыпаться. Нужно сдавить его хорошо. И еще раз, для тех, кто не слышал раньше, никакой влаги, никакой термообработки здесь, никакого запекания в микроволновок здесь не надо. Влажность избегайте, потому что если вы ее спрессуете влажным, потом у вас подсохнет, он весь потрескается и рассыпется. Очень важно. Если у вас, вы делаете плантон, у вас погода а-ля там дождь, либо после дождя, сразу его ложите в целлофан. В какой-то клееночке, в пакетике завязывайте, чтобы не было доступа влаги туда. Иначе пропадет. Достаем бочонка и смотрим, какой получился. Это то, что я говорил. Смотрите, как он теперь дальше открутили себе. И все. И он опустился вниз. И вам не нужно это проделывать руцами. Так, ну давайте так. Я достану его, потому что одной рукой. И просто покажу вам, как он выглядит. Вот такой бочоночек. Видите, какой аккуратненький и красивенький получился. Ну что, пошли в банку. А то скажете, сделала, он не работает, у меня не пылит и все такое, сам не показываешь. Сейчас вам все покажем. И потом не обвиняли меня в том, чего я не совершал. Шутка, конечно. Ладно, давайте наберем водички и посмотрим. Так, вот наш товарищ. Давайте-ка мы его сейчас буль и будем смотреть. Видите, он начинает со временем пылить все сильнее и сильнее. Объясню, в чем фишка, в чем специфика данного рецепта. Он имеет достаточно большое содержание белка и жира. И он работает немножко не так, как травяные, потому что травяные это, ну, по-хорошему, при хорошей высушке это пыль. Вот, а белок он ведет себя немножко по-другому. Поэтому если травяной бросить, он сразу начинает, ну, вот, примерно вот с такого состояния пылить. А здесь, видите, нужно было подождать где-то минуту, чтобы пошло дело. Ну, для толстолобика минута, сами понимаете, это ни о чем. Ну, а если немножко будут волны, понятно, что он у вас будет где-то работать вот так, на волнах. Видите, я совсем еле-еле его зацепил. Бочонка, по моим расчетам, хватит где-то на 40 минут, час. Ну, средний показатель. Если вам нужно, чтобы было больше, добавьте больше гороховой муки. Если нужно, чтобы было меньше, возьмите еще, добавьте по 50 грамм кукурузной муки и гречневой муки. Будет растворяться быстрее, где-то вы
потеряете 20 минут до его стояния, но приобретете более мощное пыление. Так, прошло 15 минут. Баночка у нас уже мутная, конкретно причем. Сейчас я его достану, посмотрю. Да тут еще, я вам скажу так, половина. Если больше половина. 15 минут, 40-45 он будет. Засекаем дальше. Так, 15, все. Таймер пошел. Смотрим. Делаем вторую метку. Прошло 30 минут. Но я вам скажу, где-то процентов 70 еще осталось. Ну, я не буду ждать полного растворения, ребят. То есть где-то, ну, чуть больше половины его осталось. Я думаю, час он простоит в воде точно. Час простоит точно. Я хотел добиться 40 минут. Я добавлю тогда еще гречневой муки сюда, грамм 50, вот раз, как раз которые я хотел сразу добавить. Вот. И он у меня где-то как раз и остановится на 40 минутах. Ну, банка вы видите, да, то есть мутная как вообще. Это полностью как бы стоячая вода, понятно, там где будет течение, озеро, волны, он у вас, скорее всего, растворится где-то за минут 40. В моем случае за минут 30. Вот как-то так. Рецепт я выложу в конце видео. Это был, напоминаю, технопланктон, биопланктон. Технопланктон с криля в данном случае. Вот. Как раз я собираюсь пойти его обловить. Погода непредсказуемая. Обещали будет солнышко, как видите. Оно вроде бы как есть, но те тучи, которые там идут, они явно не похожи на солнечные. Скорее всего, ливанет. Вот. Но уже как будет, потому что сейчас практически 8 вечера. Вот. Я сейчас пойду просто разложусь, разложу палатку, скорее всего, снасти соберу и просто лягу спать. Вот. А рано утром, как говорится, с силами, да, в рыбалочку. А там дальше будет видно. Не знаю, честно говоря, какая будет завтра погода. Вот, но я хочу выйти на дикарь, на речку, там, где мы ловили в прошлом году. Вот, должны уже, по идее, плавать толстолобики. Вот, и я побросаю как со дна, так и поверху. Вот. Ну, как говорится, там будет видно. Это будет уже в следующем видео, которое я обязательно тоже выложу. Каким бы результат ни был, будет клев, не будет клев, я все равно его выложу. Вот. Рецепт, как обычно, в конце будет пошагово, что зачем. Я выложу тоже в двух итерациях для более быстрого и динамичного пыления, и для менее динамичного пыления, на случай, если вам кому-то понадобится вариант 1, а кому-то вариант 2. Чтобы вы плюс-минус понимали, в какой пропорции чего добавить, чтобы сбалансировать эффект. Вот, с вами был Игорь, канал Баллады о рыбалке. Подписывайтесь, не забывайте подписываться, ставьте лайки. За лайки тоже будет очень огромная благодарочка вам, потому что это позволяет видео двигаться в чартах просмотров, и его сможет увидеть большее количество людей, большее количество рыбаков. Вот, и оставить свое мнение, свой совет, рекомендацию. Да, то есть у нас все понимают, что есть негласное сообщество, тут не вопрос какой-то там конкуренции, да, вопрос наоборот, то есть добраться до истины. Всего хорошего, друзья, до следующей встречи. Вот с этой массы у меня получилось здесь 12 штук и вот здесь 12 штук. Итого 24 бочонка. По весу было килограмм 100.
То есть практически 50 грамм один бочонок получается.